В один дождливый осенний день, когда листья слегка желтели на ветках, а небо стало меланхоличным серым, женщина по имени Анна возвращалась с работы. Путь домой проходил через небольшой парк, где она впервые заметила ее, и сине-черную кошку с ярко-зелеными глазами. Кошка сидела под кустом, шершавая и тонкая, как тень. Сердце Анны сжалось при виде этого одинокого создания. Она подошла поближе и увидела, как Кора тихо мурлычет, словно призывая к себе. «Ты выглядишь так, будто тебе нужна семья», — прошептала Анна, наклонившись, чтобы погладить кошку. В этот миг она не знала, что эта встреча изменит ее жизнь навсегда. Анна решила взять Кору с собой. Она отдала свои руки этому маленькому чуду, и Кора согласилась стать частью их жизни. Спустя несколько недель после того, как Кора перебралась в новый дом, Анна узнала, что ждет ребенка. Это была радостная новость, которая, к сожалению, вскоре омрачилась симптомами токсикоза. Впервые в жизни ей было так тяжело. Рвота, слабость и усталость стали постоянными спутниками ее дня. Однако Кора осталась рядом. На второй неделе беременности Кора начала проявлять необычную заботу. Каждую ночь она уютно устраивалась у живота Анны, деликатно вылизывая ее кожу, как будто чувствовала, что внутри нее зарождается новая жизнь. Анна заметила, как Кора реагирует на ее слабость, словно кошка ощущала каждую волну ее эмоций и физического состояния. Это было одновременно странно и удивительно. На 12-й неделе беременности Анна отправилась на плановый осмотр. Когда она услышала, что у ее будущего ребенка есть высокий риск синдрома Дауна, сердце ее сжалось от страха. Врачи рекомендовали сделать амниоцентез для более точного диагноза, но Анна, полная тревожных мыслей, отказалась. В голове ее крутились мысли: что если? Но как бы трудно ни было, она намеревалась обратиться за поддержкой к Коре, которая стала для нее не только питомцем, но и другом. Каждую ночь после насыщенного дня, наполненного переживаниями, Анна усаживалась на диване, и Кора вновь приходила к ней. Вылизывание живота стало не просто утешением, а настоящим ритуалом, который помогал Анне справляться с тревогой. Постепенно даже ее муж, поначалу скептически настроенный к необычному поведению кошки, стал замечать, как все лучше и лучше Анна справляется с эмоциональными нагрузками. Он начал верить в силу Коры. Скоро наступил момент, который все долгие месяцы превращал сны и тревоги в реальность. Анна встретила 35-ю неделю беременности с надеждой и страхами. Она чувствовала, что готова к любому исходу, но надеялась на лучшее. В день, когда начались роды, весь дом наполнился атмосферой волнения. Однако врачи, тщательно следя за процессом, сообщили: роды проходят успешно, и скоро мир увидит нового человека. Наконец, когда плач маленького мальчика раздался в родильной палате, все анализы подтвердили отсутствие хромосомных патологий. Это было настоящее чудо, за которое Анна была готова отдать все на свете. После родов Кора перестала вылизывать живот Анны. Все силы теперь уходили на заботу о новорожденном. Сын, которого назвали Матвеем, быстро рос, и уже в первые месяцы жизни его ожидала особая связь с кошкой. Каждый раз, когда Матвей смеялся или плакал, Кора непременно была рядом, наблюдая за ним, словно стараясь оградить от всего плохого. Зима принесла вместе с собой вызовы. Матвей страдал от аллергической сыпи, и Анна была полна беспокойства, но Кора вновь выступила на защиту. Кошка приступала к своему ритуалу — вылизыванию ручки сына. Каждый раз, когда Кора оставляла свой нежный след, сыпь исчезала, а Матвей улыбался. Одним холодным зимним утром, когда Матвей приболел, его температура стремительно росла. Анна снова почувствовала панику, но затем ее внимание отвлекло спокойное мурлыканье Коры, уютно устроившейся на кровати рядом с ребенком. Кошка словно чувствовала его недомогание
И когда она начала вылизывать руку Матвея, температура стала постепенно снижаться. Кора превратилась в настоящего ангела-хранителя всей семьи. Она заботилась о них в самые трудные моменты. Анна заметила, что врачи удивляются быстрому восстановлению сына после каждодневных простуд и болезней. За каждое мгновение, проведенное вместе, Анна и ее муж искренне благодарили Кору не только за ее заботу, но и за ту невероятную связь, которую эта кошка привнесла в их семью. С годами Матвей стал все больше привязываться к Корее. Он просил маму, чтобы Кора спала рядом с ним. Ее присутствие даровало ему не просто покой, но и теплоту. Анна смотрела на их взаимодействие и улыбалась, понимая, что Кора — это не просто кошка. Она была хранителем их счастья и удивительным существом, которое способно было изменить судьбу человека. В ту самую ночь, когда Анна укрывала Матвея одеялом и наблюдала, как он засыпает рядом с Кору, она задумалась о пути, который они прошли вместе. Жизнь, наполненная заботой и любви, не была бы такой, если бы они не встретили это маленькое черное чудо с зелеными глазами. Каждый день с Корой стал для Анны напоминанием о важности любви, веры и надежды. И о том, что иногда, даже в самых неожиданных местах, мы можем найти ту самую магию, которую искали всю свою жизнь. Прошло несколько лет, и каждый день с каждым новым моментом они с Матвеем все больше сближались. Анна старалась проводить время с сыном на свежем воздухе, играя в мячик, изучая цветы и шмелей, собирая желтые осенние листья. Каждый раз, когда они возвращались домой, Матвей бежал к Корее, чтобы поделиться своими новыми открытиями. Кора не могла понять слов Матвея, но чувствовала эмоции. Она подходила ближе, словно вовлекаясь в его маленькие радости и горести. Но с радостью пришла серьезная проблема. Кора начала проявлять усталость. Ее движения стали менее энергичными. Анна заметила, что кошка больше спит. Ее интерес к играм с Матвеем немного поугас. Сердце женщины сжалось, и она поняла, что пора обращаться к ветеринару. Ветеринарный кабинет был следующим этапом их испытаний. Анализы, рентген и много вопросов. Когда ветеринар сообщил о проблемах с почками Коры, Анна почувствовала себя частью зловещего сюжета. Это была непростая болезнь. Это означало, что любимица семьи может уйти. Она не могла представить, как решит это, как поговорит с Матвеем. Вечером Анна приняла решение. Она не может просто сидеть и ждать, когда жизнь отнимет у них Кору. Обсудив все варианты с ветеринаром, они выбрали план лечения. Анна со всей решимостью взялась за новый набор обязанностей. Теперь в доме стало больше процедур, и Матвей тоже активно стал участвовать. Он всегда говорил Коре, что она сильная, и что мама нашла способ ее вылечить. Каждый день каждый член семьи старался вселить в Кору надежду. Было нелегко, и порой возникали моменты, когда все выглядело безнадежно. Несмотря на все усилия, Анна переживала, что не хватает чего-то важного. В один из вечеров, когда Матвей уже спал, Анна тихо присела возле Коры, гладя ее по шерсти, и произнесла: «Мы все безумно тебя любим. Я верю, что ты справишься». И именно в этот момент она почувствовала, как Кора вдруг толкнула ее своим носом. Это было словно подтверждение мысли, что Кора понимала их заботу и любовь. Спустя несколько недель лечения ветеринар объявил, что состояние Коры улучшилось, и Анна с Матвеем праздновали маленькую победу. С тех пор прошли месяцы, и Матвей продолжал расти, испытывать так много чувств, а Кора оставалась рядом как заботливая тень. Он больше не был тем маленьким ребенком, который полагался на родителей. Теперь он приносил радость, когда играл и прятал свои игрушки от Коры, которая с самодовольным выражением лица всегда находила способ заполучить свои сокровища обратно. Каждый вечер перед сном Матвей просил, чтобы Кора легла рядом с ним.
Их маленькие стены теперь всегда были полны смеха и веселья, в то время как Анна смотрела на них с теплом в сердце, понимая, что каждое мгновение с Кой и Матвеем — это бесценный подарок. С годами Кора превратилась в символ их семьи, и каждый тот момент, который она провела рядом, стал частью их истории. Это было не просто сотрудничество, это было единство, любовь и безусловная поддержка. Анна подумала о том, как они скоро прошли через все испытания вместе, как они стали друг для друга опорой и источником вдохновения. Кора была не просто кошкой, она стала частью их души и их домашнего очага, благодаря которому все трудности казались менее устрашающими. С каждым годом эта связь лишь укреплялась. Матвей не просто любил Кору, он учился у нее. Он подмечал, как она проявляет заботу о них, как учится простым, но важным вещам: заботе, терпению и настоящей дружбе. Матвей взял на себя ответственное заботиться не только о своих игрушках, но и о Коре, все чаще предлагая ей лакомство и заботливо гладя ее. Анна, вдвинутая в этой атмосфере тепла и любви, осознавала, что Кора подарила им нечто большее, чем просто домашнего животного. Она стала фокусом их семьи, связывающим элементом, который соединял их в самых сложных и радостных моментах. Каждый раз, когда Матвей шел к новому этапу своего развития, будь то первая школьная радость или победа на плавании, Кора всегда была рядом, напоминая о том, что семья — это нечто большее, чем просто кровное единство. И в один чудесный день, когда посреди летней жары они вместе обретали счастье, Анна задумалась о том, как важно беречь маленькие моменты и находить в них магию таких простых вещей. Кора, их магическая кошка, росла вместе с ними, и каждый новый день был началом новой страницы их общей истории, которая только начинала развиваться.